Отель Serenity Alpha Beach Макади самый зеленый из всех в Хургаде и окрестностях. Тут отличное питание не только в основном ресторане, но и в многочисленных а-ля карт. А спиртные напитки хоть и местного производства, но не самые дешевые, а считающиеся премиум алкоголем в Египте. А это пляж. Во время отлива море превращается в лужу. Если хотите поплавать, только с пирса. Для тех, кто любит детали, мы подготовили подробный обзор и начнем с самого интересного. В Альфа Бич две концепции «Все включено». Они могут по-разному называться в разных бронирующих компаниях. Мы условно назовем их Ultra All и таинственный Diamond Ultra All. Почему таинственный Diamond, вы скоро поймете. Разница в цене между концепциями огромная. Я проверяла несколько туроператоров, и у всех разрыв по стоимости между Ultra и Diamond Ultra почти в 2 раза. При этом в инфолисте, который дают при заселении, никак не отражено, что же именно могут получить гости, оплатившие Diamond. Да и на сайтах туроператоров информация различается. Единственное, что одинаково, это гениальная приписка после перечисления привилегий Diamond, а именно: администрация отеля оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без предварительного уведомления. Просьба уточнять актуальную информацию на ресепшн по приезду. Расскажу наши собственные наблюдения и то, что удалось узнать от работников отеля, которые тоже путаются в показаниях по поводу кому и что включено. По питанию разница в том, что ультра могут посещать а-ля карт на ужин 3 раза в неделю, за исключением японского и бразильского ресторанов, эти оба только за доплату. А Diamond не ограничивают в количестве посещений а-ля карт, и по 1 разу в неделю можно записаться в японский и бразильский без доплат. Второй момент. Гости по системе Ультра могут посещать аквапарк в соседнем Аль-Махай Фан-Сити только за доплату. 15 евро взрослый и 10 евро ребенок с 6 до 12 лет. А для гостей Diamond аквапарк включен в стоимость. Но вот кроме аквапарка в Фан-Сити есть еще и лунопарк, несколько каруселей, работающих в вечерние часы. И тут уже начинаются вопросы. Одни туроператоры обещают счастливый час для Diamond гостей, то есть не прям безлимитное катание, а какое-то количество билетов. Другие туроператоры пишут, что карусели только за доплату. А как будет конкретно в вашем случае, решит администрация отеля при заселении. Замечательно, поразительно, гениально. Среди прочих бонусов Diamond на некоторых сайтах есть упоминания о халатах и тапочках в номере, об услугах прачечной 2 раза в неделю, о ежедневном приготовлении постели ко сну, о 20-минутном массаже, о 20-минутном уроке дайвинга в бассейне и так далее. Но это не точно. И раз уж речь зашла о инфолисте, их давно пора заменить на новые. На одной стороне концепция «Зима 2024-2025», а с обратной стороны старая карта отеля с неактуальными названиями ресторанов и неверным местонахождением некоторых локаций. Номерной фонд частично реновирован. Так как территория большая, в идеале поселиться где-то в центральных аннекс-корпусах, чтобы было одинаково близко и до пляжа с несколькими ресторанами, и до главного здания с несколькими ресторанами. А вот жить в самом главном здании я бы не хотела, ведь в эти комнаты пройти можно только через ресепшн, что не всегда удобно. Еще момент, который нужно учесть. Лифт есть только в главном здании, корпуса на территории без лифтов. То есть если селиться с коляской, то как раз либо в главном здании, либо на 1-м этаже аннекс-корпусов. Мини-бар тем, кто оплатил Ультра, пополняют раз в неделю, а гостям Diamond 2 раза в неделю, если администрация не передумает. Участок земли, на котором расположен отель, не горизонтальный. Дорога до пляжа вниз под горку, обратно, соответственно, вверх. В описании отеля увидела информацию, что он якобы подходит для размещения людей с ограниченными возможностями. Но вот как на коляске они будут по территории передвигаться – большой вопрос, особенно если это будет путь снизу вверх.
Бассейнов в Альфа-Бич много. Несколько из них с пресной водой и несколько с соленой водой. Но в зимний сезон греют только один небольшой. Вот он. Находится немного на возвышенности относительно других. Соответственно, здесь более ветрено, что минимизирует смысл подогрева в принципе. Как видите, желающих поплавать немного. Еще одно странное дизайнерское решение – это бассейн для взрослых, так называемая релакс-зона тишины, которая находится рядом с волейбольной и детской площадками, то есть в самом шумном месте отеля. Идем на пляж. Как я уже заметила в самом начале обзора, во время отлива море становится лужей, но и в прилив с берега зайти поплавать не получится. Мелко. Дно не чисто песчаное, есть камни. Точно нужна специальная обувь. А с пирса сразу глубина. Такое не каждому подходит. Особенно последние годы желающих плавать вдалеке от берега стало значительно меньше. Все это из-за нескольких случаев нападения акул на курортах Красного моря. Ну а для тех, кого глубиной и акулами не напугать, хорошая новость. Риф здесь отличный и рыб много. Часть лежаков деревянные с матрасами под тканевыми зонтами вдоль берега. Другие шезлонги пластиковые, без матрасов, в шатрах. В таких можно было бы идеально укрыться от ветра, но большинство завязок на шторах оторваны, так что должным образом это не работает. Контингент гостей отеля в основном взрослые люди, детей минимум, почти нет. Игровая площадка деревянная, на песке, с одной качелей и одной горкой, и те пустуют. В детском клубе тоже никого, в отличие от соседнего Альма-Хай Фан-Сити, обзор которого можете найти у нас на канале. Вечерние мероприятия в зимнее время проходят в крытом зале рядом со спа-центром, на участке между отелями Альфа-Бич и Фан-Сити. На территории самого Альфа-Бич только живая музыка, на веранде рядом с основным рестораном. В зимнее время, несмотря на тепловые пушки, сидеть там некомфортно, холодно. В этом плане выигрывает соседний Фан-Сити с большим крытым лобби-баром. Несколько слов о питании. Как я сказала в самом начале обзора, это самая сильная сторона отеля. Всем поварам и официантам низкий поклон. Основной ресторан небольшой, при этом количество и качество блюд очень достойные. Чисто, вкусно. Среди а-ля карт выделю Бахья Палас, бывший Роял ресторан, от супов и до десертов все великолепно. В инфолисте теперь он отмечен как марокканская кухня, а раньше презентовался как французская кухня. И, по-моему, мы застали старое меню. Надеюсь, что изменения будут только в лучшую сторону. Также хороший ресторан с панорамными окнами и террасами в левой части пляжа, если стоять лицом к морю. Правда, во время ужина уже темно и море не видно. Но вот кто из гостей и по какой концепции сюда имеет доступ, уточняйте у администрации. На карте и в инфолисте он вообще никак не отмечен. В завершении хотела сравнить с более дешевым соседом и по многим критериям в пользу этого дешевого соседа, имею в виду Фан-Сити, но решила, что не смогу быть объективной. А вы думайте сами, смотрите обзоры, задавайте вопросы, если такие остались, ставьте лайк и до скорых встреч!